Женщина впала в кому после того, как была обнаружена без сознания в своем доме. Ее муж спустился вниз и сказал правду в ее зеркале, когда отключили систему жизнеобеспечения. Он понятия не имел, что она слышит все, что он говорит. Линди Браун Пилетти Своп было всего 45 лет, когда ее сын Стивен нашел ее без сознания в их доме в Аризоне. Он немедленно позвонил 911, и Линди была срочно доставлена в медицинский центр Баннера Дели Уэба. В течение 5 дней Линди страдала припадками и в конце концов впала в кому, где оставалась в течение 12 дней. По словам Линди, ее муж Стив, дочь Аманда и сын Стивен надеялись на чудо. Врач сказал, что они больше ничего не могут сделать, и порекомендовал отключить Линди от системы жизнеобеспечения. Было принято трудное решение прекратить работу, выполнив то, что, по мнению семьи, было пожеланиями Линди. «Моя семья знает, что я заядлый донор органов, поэтому, когда мои органы начали отказывать, они приняли решение, что пришло время», — позже объясняла Линди. Когда семья Линди пришла попрощаться, они и не подозревали, что Линди слышала каждое слово. «Я помню, как люди разговаривали со мной», — рассказывала Линди. «Я помню, когда люди приходили навестить меня, моя племянница читала мне». Она также вспомнила, как врачи говорили о ее скорой кончине, рассказывая семье, чего ожидать, поскольку она неизбежно скончалась. Врачи сказали моей семье, что я начну издавать звуки, когда они отключат систему жизнеобеспечения. Это было очень огорчительно. Я не мог пошевелиться, не мог говорить, не мог ответить. Я просто слышал разговоры вокруг меня и обо мне, сказала Линди. Я помню, как врач открыл мне глаза, повозился со мной и сказал моей семье, что я никак не реагирую. Линди знала, что должна высказаться, чтобы спасти свою собственную жизнь, но она попыталась и потерпела неудачу. В моей голове было очевидно, что я говорю, но это было не для них, объяснила она. Затем она нашла всю необходимую ей мотивацию в словах, которые ее муж, лежа рядом, прошептал ей на ухо. Думая, что она вот-вот уйдет из этой жизни, они удалили все трубки, как он и просил. Она вспомнила, добавив, что врач ждал, чтобы объявить ее мертвой, в то время как команда по донорству органов была наготове, готовая забрать ее органы. Но ее муж Стив не был готов к тому, что его жена уйдет от него. Шепотом Стив умолял Линди, напоминая ей о реальности, о которой она собиралась сообщить и всем остальным. После 12 дней пребывания в коме Линди очнулась и произнесла 3 слова, удивившие всю ее семью «Я боец». Она сумела ответить после того, как Стив сказал ей эту правду на ухо. «Наконец-то я смогла сказать «я боец». Именно это шептал мне на ухо мой муж», — сказала Линди, вспоминая момент, когда она очнулась от комы после того, как ее отключили от системы жизнеобеспечения. Согласно Daily Mail, он постоянно повторял: «Мне нужно, чтобы ты сражался». Стив быстро пошел к врачу. «Мой муж сказал, она делает все, чего, по твоим словам, она делать не будет», — вспоминала Линди. На самом деле, семья сказала, что Линди снова пришла в себя и реагирует, что было вопреки всему и тому, что, по словам врачей, должно было произойти. Но, не понимая, что происходит, Аманда приехала в больницу, думая, что ее мать умерла. Я посмотрела на нее, и она просто сказала привет, и я просто упала на колени. Со слезами на глазах вспоминала Аманда, описывая, как она растаяла после того, как получила самый сильный шок в своей жизни. Линди в конце концов выписалась из больницы, но не вышла из-под контроля. Несмотря на ее замечательное выздоровление, у нее было несколько проблем со здоровьем и осложнений. Линди даже пришлось заново учиться ходить и самостоятельно питаться. Они отпустили меня домой с оказанием медицинской помощи на дому, чтобы я продолжала всему учиться, сказала она. Ей также потребовались многочисленные последующие операции и госпитализации,
и из-за этого она страдала посттравматическим стрессовым расстройством. Почти 2 года спустя у Линди Браун Пилети Своп все еще не было ответов на вопрос, почему она потеряла сознание и как ей удалось так быстро прийти в себя. Но была одна вещь, в которой она была уверена: просто потому, что вы без сознания, это не значит, что вы не слышите, поэтому вам следует поговорить со своими близкими, если они оказались в такой ситуации. Они слышат тебя. Этот опыт также оставил в ее семье важное послание, и для других все можно отнять. Однажды ты можешь проснуться, и все будет хорошо, а потом твоя жизнь превратится в бардак, сказал сын Линди Стивен. Держи свою семью рядом и не отпускай их. Я не принимаю как должное тот факт, что я могу прийти домой и поцеловать свою маму, продолжил Стивен. Каждый день я прихожу домой с работы, вижу ее и разговариваю с ней. Идите, обнимите своих близких и напомните другим сделать то же самое, потому что вы никогда не знаете, когда это может стать вашим последним шансом.